Всем привет, ребята! Сегодня поговорим про Overland. Я уже в какой-то из серий там показывал косвенно эти шасси, а сейчас хочу более подробно на них остановиться и даже попытаюсь ответить на вопрос, зачем же они нужны. Итак, у нас сейчас представлен на дворе 2001 год. Кошки уже 2 года выпускаются на рынок, и, естественно, пора расширять линейку. И под новым логотипом, под знаком Overland у нас врывается на рынок сразу же Hammer. Вот новый логотип, кузова там пошли, естественно, и, собственно, новое, можно сказать, революционное, условно-революционное шасси, которое вот представлено в этих двух машинах. Выбор кузовов на тот момент был не особо обширный, там буквально вот 9-10 машин, через пару лет там еще пара появится. Из интересного, кроме Хаммера, там у нас поджерики, крузаки есть, первый Хаммер также появился, да в принципе как бы вот и все видно. X5 еще есть, тоже из интересного. И буквально через годик появится F-150, уже пикап полноценный, тоже прикольный. Так, ну и собственно попытаемся разобраться, что же это такое, зачем это нужно, и вот попытаюсь объяснить, в чем же смысл этих шасси. Для начала, самое главное скажу, что у них чисто задний привод, у них никогда в этой серии, в серии Overland никогда не было полного привода. Из опций был только блокируемый дифференциал, который уже в базе стоял, там можно заблокировать, разблокировать, об этом сейчас расскажу. У меня сейчас представлены две модели, естественно, это Hammer H2 и Pajero трехдверный. Я не буду особо там останавливаться на внешнем виде, потому что у меня кузова немножечко там уставшие, скажем так. Вот так косвенно буквально покажу. Самое главное отличие этих двух автомобилей, я думаю, совершенно будет очевидно, что у них достаточно разная колесная база. И, собственно, об этих особенностях я сейчас как раз таки расскажу. Нам нужно будет немножечко подразобрать эти машины. Кузова, я думаю, нам уже не потребуется, потому что эта серия будет более такая, наверное, техническая. Ну и, собственно, вот у нас две шасси. Так они выглядят. И, собственно, пойдем. Для начала, что самое интересное, это шасси, в принципе, само по себе, шасси Overland, она была косвенно построена на базе MR-01, о которой я там раньше уже рассказывал, подсказочку добавлю. Но есть, естественно, и отличия. Самое первое, самое интересное, наверное, или важное, это в мотораме у нас добавлен уже редуктор, то есть здесь понижение. Почему? Потому что моторчики-то все в принципе там одинаковые, 130 практически на всех кошках, и естественно такому мотору было бы тяжело таскать увеличившуюся массу, а оверы, кстати, вот на прилично тяжелее, чем обычные кошки. И вот, собственно, у нас добавлен дифференциал такой, то есть есть понижение. Вот. И вот здесь под этой крышкой очень такое замечательное, как я считаю, решение сделано. Мы вскрываем крышку, ставим вот такую вот муфту туда вовнутрь, и все, это и вся блокировка дифференциала. Все просто, то есть сейчас у меня дифференциал свободный, вот, можно заблокировать без проблем. Далее по подвеске, значит, у нас есть статичная длина вот этих нижних рычагов, то есть есть задний рычаг, передний рычаг, и они на шаровых шарнирных соединениях обустроены. Для чего это сделано? Ну, я думаю, тут будет видно, что есть определенные положения, вот, и в соответствии с этими положениями мы можем выставлять длину колесной базы, вот, при этом не меняя сами рычаги, это очень важно. То есть, по сути, у нас шасси позволяет выставить на разных положениях рычагов, выставить разную длину колесной базы. На самом деле решение очень такое прикольное, классно сделано, мне очень нравится эта реализация. Почему? Потому что она простая. То есть у нас здесь внутри, в батарейном отсеке, вот так, отсюда покажу, есть стопорные колечки и вот положение АБ и 1, 2, 3. АБ это у нас соответствует переднему, получается, рычагу, вот, положение А и Б, да? И задний рычаг, там 3 положения мы можем также выставить. Стопорные кольца, тут просто вал проходит, и вот мы его можем отсюда извлечь и, собственно, переставить рычаги. О длине, собственно, самих верхних рычагов сейчас тоже расскажу. То есть
Вот у нас получается нижний рычаг, вот у нас идут амортизаторы и вот верхний, так сказать, подрамник, если можно так выразиться. Длина вот этих подрамников я здесь уже вот подготовил. То есть вот у нас есть, получается, на выбор, они обозначены тоже А и Б, на выбор разные в длину подрамники для передних амортизаторов. Вот. И точно так же на выбор вот у нас 1, 2 и 3. Это у нас крепление задних, получается, задних амортизаторов. Разные по длине для, собственно, разной вот этой дистанции до амортизатора. Ведь если мы отодвигаем, получается, полностью в сборе всю раму, то нам нужно как-то достать до амортизаторов. То есть все просто, все, и это очень классно, потому что такая простая реализация, простая идея, но она сделана на отлично. То есть заменили вот эту запчастульку на вот эту, например, и там уменьшили, вот, то есть еще можно укоротить колесную базу, сделать ее еще меньше. Что, в принципе, здесь вот на примере Паджерика и представлено. То есть вот так покажу. И вот, пожалуйста, то есть здесь длиннее эта часть, здесь покороче. В равной степени также и задние точно так же. Тут у нас более короткий, получается, подрамник, здесь более длинный. Все, на этом все. Я думаю, с этим разобрались. Тут все просто. Теперь дальше. Одно из преимуществ, которое указано там в каталоге, чем, собственно, и отличается главное, одно из главных отличий Оверленда от обычных кошек, это, естественно, и амортизаторы. Потому что здесь все было направлено на очень большие ходы подвески. То есть полностью машина там у нас может преодолевать препятствия. Несмотря на то, что у нас монопривод, то есть только задний, тем не менее, вот настолько обширный ход подвески есть. Это у нас сейчас я продемонстрирую, вот это у нас обычные амортизаторы, то есть в обычной версии. Это самый простой, можно сказать, примитивный амортизатор. Снизу он на шарнирных соединениях вот здесь вот крепится. Сверху обычные втулки. Ничего сложного, все очень просто и тем не менее классно, потому что чем проще, тем лучше, наверное, не знаю. Вот. Сервопривод у нас здесь уже, получается, вынесен в отдельный корпус, чтобы это все было независимо от основной рамы, чтобы ничего не мешало вот таким ходам подвески. То есть, ходы здесь действительно классные. Несмотря на то, что вот чисто задний привод, можно было бы сказать, что это никакой не внедорожник, потому что, действительно, да, полного привода хотелось бы здесь увидеть, а его здесь нет. И тем не менее, эти машины очень неплохо ездят по неровным поверхностям. В версии Паджеро у меня представлены уже масляные амортизаторы, я их заправлял там. Они здесь и снизу на шарах закреплены, и сверху также. То есть все максимум для ходов подвески. Вот. То есть, во-первых, здесь хода, но скажу сразу, что масляные амортизаторы в этом исполнении, они более жесткие. Я скажу так, что Паджерик в целом более дубовый получился, то есть по ходам подвески, да, там по каким-то, он вот более плавный вот при таком ходе, то есть нет вот таких вот отскоков, нет такого прям демпинга или как это назвать. Вот. Он более плавный в этом плане, он более устойчивый в поворотах, но вместе с тем у него более жесткая такая подвеска, и на каких-то супер мелких неровностях его сильнее, конечно, раскачивает. Вот. Хаммер там более мягенький. Это что касается амортизаторов. Теперь у меня еще есть тут под рукой сменные пиньоны. Это шло, естественно, в комплекте с машиной. То есть мы можем там выбрать либо разгон побольше, либо максималочку. Это и у обычных кошек есть. Ничего особо интересного нет. Из более интересных деталей я хотел бы отметить диски и шины. Например, вот представлен у нас обычный штатный диск от Паджеро. Вот такая резина у него с таким протектором. Вот. У Хаммера, допустим, вот свой диск, естественно, лицензированный, естественно, оригинальный. Вот. У них протектор одинаковый в данный момент, но это только вот в конкретно моем случае. Есть еще более внедорожный, более злой рисунок протектора, и также есть литые диски, очень красивые, классно покрашены. То есть вот у меня получается в руке пластик, вот литье. И точно так же, что меня больше всего поразило,
литые диски есть представлены в той же форме, что и пластиковые. Это очень классно, очень здорово. Вот. И также помимо разного рисунка протектора, более злой, там более дорожный, гражданский, да, вот, на шинах есть полностью разметка, то есть фирма, название и даже вот указана размерность, сейчас скажу, 205, нет, 265 на 65-17. То есть максимальная копийность. Здесь также вот указана размерность колес, название и все прочее. Очень интересный такой моментик, потому что, ну, это такой приятный, скажем, момент в плане копийности, в плане вообще исполнения и всего прочего. Так, ну и теперь мы, собственно, подбираемся к самому главному вопросу. Если у нас есть такие большие там хода подвески, да, вот подобного плана, если у нас есть там мягкая подвеска, допустим, да, но при этом чисто задний привод, то есть монопривод, и сейчас в данный момент у меня вот разблоченный дифференциал. Зачем это нужно, если как бы, ну, кроме там условно, да, замены колесной базы, кроме замены кузовов, которых и так немного, как получилось, зачем нужны эти машины в таком случае, если это все-таки и не внедорожник, и не краулер, и не джип, скажем так, потому что даже основная серия кузовов, она представлена более, скажем так, гражданскими городскими машинами, ну, то есть в нынешнем понимании их называют кроссоверы. Скажу сразу, у них очень интересное поведение, в принципе, как в поворотах, так и на каких-то мелких там неровностях. Эти видео то есть официальные видео от производителя мы можем посмотреть, там можете посмотреть в моей группе, есть записи, есть на ютубе канал официальный от завода. У них это все уже давно отснято, очень прикольно, очень красиво. Естественно, то есть максимальный упор здесь, как и в любой другой серии машин, здесь сделан на копийность. Вот, то есть очень здорово эти машины выглядят на ходу, они там кренятся, там они там вот прикольненько так вот перебирают всеми своими частями, то есть, ну, на самом деле прикольно выглядят, красиво, прикольно и так далее, но они выпускались не так много, их достаточно быстро сняли с производства, потому что они не особо популярностью пользовались, то есть им на смену в дальнейшем пришел Монстрик. И тем не менее у оверов очень много фанатов, в том числе и я их фанат. Почему? Потому что они имеют какую-то свою особенную магию, то есть, ну, тут даже вот по фотографии, по вот этой видно, что это городской внедорожник, да, скажем так, городской кроссовер, то есть он даже снят там на фоне там дома, офиса и так далее, да так же, как и другие, в принципе, корпуса. То есть, ну, это более такой гражданский, как мини-джип, и тем не менее, даже несмотря на то, что монопривод, все равно он очень интересно едет по неровностям. Естественно, там нежелательно их в песок загонять или там в воду уж тем более, да, потому что, ну, есть свои особенности конструкции. Вот, и тем не менее, они все равно приносят, ну, так, очень большое удовольствие, скажем так. Там в линейке еще были, кроме вот Паджерика обычного, был Паджерик другой раскраски и был Паджеро Evolution, который типа раллийный считается. И вот даже несмотря на монопривод, он очень даже неплохо ехал. У меня, кстати, вот самое интересное, конкретно этот Паджеро, у него другой мотор, у него мотор стоит скоростной, он очень бешеный, он очень быстро ездит, то есть в отличие от Хаммера, вот эта машина, она вот как будто более для гонок предназначена, то есть не по пересеченке, а вот чисто вот выехать на трассу, и вот максимально у него все настроено на скорость. Плюс масляные амортизаторы, плюс большая масса его общем и целом, то есть, ну, он такой бешеный немножечко, и тем не менее, несмотря на его бешеную скорость, он очень хорошо проходит повороты за счет вот этих как раз масляных амортизаторов, выбор которых у нас не всегда на кошках там серии MR был. То есть здесь амортизаторы по кругу можно поменять, перезаправить масло там на желаемое и добиться желаемой жесткости подвески. То есть если здесь у нас вот такие отскоки бывают, да, ну, я думаю, будет заметно. Здесь такого нету. То есть вот так работает масляная подвеска. Вот так еще покажу.
Все, то есть он просто отрабатывает, и, соответственно, и в повороте точно так же, то есть не будет никаких там скачков, будет просто вот плавная отработка подвеской. Ну да ладно, это не самое важное. Самое интересное теперь вот к чему мы и подбираемся. Я все время гадал, ломал голову над тем, почему у них такая забавная крышка двигателя. То есть крышка, в которой два отверстия вот таких вот есть. Для меня это все время было загадкой. Вот, ну, я думаю, те, кто хорошо знаком с кошками, уже прекрасно знают ответ на этот вопрос, зачем здесь эти два отверстия. А я сейчас вот сделаю, может, для кого-то открытие целое. В 2000 у нас там, по-моему, в 2005 году появляется серия гоночных лодок и гоночных катамаранов. То есть вода для кого-то интересна, для кого-то неинтересна. Нам это сейчас не особо важно. Катера эти вы можете даже вот этот катер сейчас найти на одной известной площадке объявлений. Но какая связь между внедорожниками, кроссоверами и катером? А вот здесь и самый главный кроется ответ, в чем ценность этой линейки и в чем смысл этих катеров. То есть у нас появился прицеп, который прицеплялся к оверлендам, и он цеплялся только к оверлендам. То есть вот сюда, в эти отверстия вставлялся специальный фаркоп, да. Можно, кстати, даже найти машину с этим фаркопом, с этим прицепом также там на площадке объявлений. Этот прицеп, мы на него ставим лодку, и получается уже в сборе, ну, либо вот этот катамаран, я думаю, его видно будет, да, прицеп есть, вот двухосный, и катамаран. Здесь точно так же вот двухосный прицеп и гоночный катер. И, собственно, вот это, наверное, самое интересное, что, ну, то есть, что нам может подарить Overland. То есть у нас уже получается не просто там какой-то условный кроссовер, который с очень большими вопросами по проходимости, по возможностям, то что, ну, по факту, действительно, в большей степени на нем по столу покататься, да по ковру можно. Вот. Но за счет того, что у нас прицеп и лодка теперь появились, а это на видео, кстати, можно будет тоже посмотреть, есть видео от завода, там Гелендваген, по-моему, насколько я помню, вот он, собственно, гелик. Он, получается, привозит к краю бассейна, привозит такой вот прицепчик, привозит этот катер, Формула Болт называется. Вот. И это очень интересно, потому что это очень сильно расширяет, скажем так, ваш кругозор и вариативность уже, ну, то есть игры, если можно так сказать, да, с этими машинами и с этой вообще, в принципе, серией. Вот. Самое интересное, что даже там, то есть частоты 27 МГц, даже пульты вот эти, они в принципе-то одинаковые, что от машины, что от катера. То есть по большому счету можно одним пультом управлять и машиной, и катером, и не заморачиваться над тем, что нужно с собой что-то еще тащить. И вот, в принципе, вот это вот, наверное, и есть самая главная фишка, почему оверы были так популярны и почему они, в принципе, продержались достаточно долго. Несмотря на все свои там нюансы по проходимости, несмотря на минусы, они достаточно долго продержались на рынке и в продаже, и по сей день их еще можно найти. Хоть там небольшой выбор, конечно же, кузовов, тем не менее, машинки классные, ну, машинки прикольные, естественно. Вот. А что касается полного привода, уже в дальнейшем компания выпустит нам, вот буквально там сколько, года 3-4 назад уже вышла 4х4, но та серия, она идет в другом масштабе. Тогда как вот эти вот джипы, кроссоверы, внедорожники, они идут в одном масштабе с основной серией кошек, о котором, в принципе, мой канал и рассказывает постоянно. Сейчас еще раз покажу. У нас здесь у нас представлен 150-й Ford пикап. Пикапы вообще классно выглядят. Кстати, вот у них на самом деле прикольно. Можно растянуть колесную базу. Хотя мне, по-моему, Хаммер уже по максимуму растянут, а Паджерик еще даже... Ну да, вот получается Паджеро это у нас самая короткая колесная база. Хаммер это самая длинная колесная база. Очень прикольная вариативность. Вот, и вот где-то там между ними там F150, гелик есть, X5 есть, там Toyota Harrier, мы его знаем под маркой Lexus. Cayenne можно тоже найти в объявлениях. Вот белый Pajero, вот Evolution. То есть на самом деле, несмотря на то, что не так уж и много
кузовов на выбор. Ну вот, допустим, 100-й крузак, я думаю, очень многие хотели бы его заиметь себе на полку, либо в гараже. И там был 100-ка гражданский и 100-ка такой раллийный Париж-Дакар. Вот. В общем-то, у меня на этом, наверное, и все. Я думаю, вам понравится такой форматик. И если какие-то есть вопросы или там пожелания, в общем, все пишите. На этом у меня все. Всем пока.